Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Короче, в элитке ничего толком не происходит, от фронтиров ничего не слышно, как всегда, и, захотелось мне узнать. Поэтому я спросил некоторые вопросы у нейроночки. Давайте посмотрим, что она нам выдала по этому делу. Первый вопрос, который я ей задал. Когда новый контент в Elite Dangerous Odyssey? И вот что мне выдало. На данный момент, 2 ноября 2023 года, нет официальной информации о новом контенте для Elite Dangerous Odyssey. Однако, учитывая, что игра вышла в 2021 году, можно предположить, что в будущем будет выпущено несколько дополнений. В прошлом Frontier Developments выпустила несколько крупных дополнений для Elite Dangerous, включая Горизонты в 2015 году и Beyond с 17 по 20. Эти дополнения добавили в игру новые функции и контент, такие как планетоходство, космические станции и новые игровые режимы. Ожидается, что Frontier Developments будет продолжать поддерживать Elite Dangerous Odyssey в течение многих лет. Вполне возможно, что в будущем будет выпущено крупное дополнение, которое добавит в игру новые планеты, корабли и игровые режимы. Вот некоторые возможные направления для будущего контента Elite Dangerous Odyssey. Новые планеты. Frontier Developments сможет добавить в игру новые планеты с уникальными ландшафтом и атмосферами. Новые корабли. Frontier Developments сможет добавить в игру новые корабли, которые позволят игрокам исследовать новые части галактики. Новые игровые режимы. Frontier Developments может добавить в игру новые игровые режимы, такие как кооперативный режим или режим выживания. Да. Конечно, это лишь предположение. Frontier Developments пока не подтвердила, что будет выпущено новое дополнение для Elite Dangerous Odyssey. Однако, учитывая, что игра продолжает пользоваться популярностью, можно ожидать, что в будущем будет выпущен новый контент. Спросил я, значит, где находится у нас Раксла в Elite Dangerous. Вот что мне выдало. Раксла — мифическое место во вселенной Elite Dangerous, и его точное местоположение неизвестно. Это было предметом многочисленных спекуляций и поисков среди игроков, но никто еще не нашел его окончательно. По всей игре разбросано множество подсказок о Раксле, но все они загадочны и открыты для интерпретации. Некоторые из наиболее распространенных теорий о местонахождении Ракслы включают: внутри пузыря. Эта теория предполагает, что Раксла находится где-то в пределах известной галактики, но что она каким-то образом скрыта или замаскирована. Это может означать, что он расположен в системе с ограниченным доступом, или что он замаскирован под другое небесное тело, такое как звезда или планета. За пределами пузыря. Эта теория предполагает, что Раксла находится за пределами известной галактики, возможно, в другой вселенной или измерении. Это объяснило бы, почему его было так трудно найти. В Одиссей. Одиссей — это последнее дополнение для Elite Dangerous, и в нем появилось несколько новых подсказок о местонахождении Ракслы. Например, появилась новая запись в кодексе, в которой упоминается планета-изгой, связанная с Ракслой. Это заставило некоторых игроков предположить, что Раксла находится в системе, которая пока недоступна игрокам. В окончательном счете, местонахождение Ракслы остается загадкой. Однако разработчики заявили, что у них есть план того, как раскрыть его местоположение в будущем. Это означает, что Раксла определенно где-то есть, и игрокам предстоит найти ее. Тем временем, поиски Ракслы продолжают оставаться одним из самых популярных и увлекательных занятий в Elite Dangerous. Конечно, 10 раз, блин. То, что игроки по-прежнему готовы вкладывать столько времени и усилий в поиск этого мифического места, свидетельствует о богатом опыте игры и захватывающем мире. Собственно, когда новый корабль у нас появится в игре? По состоянию на 2 ноября 2023 года дата выхода нового корабля в Elite Dangerous Odyssey неизвестна. Frontier Developments, разработчики игры, объявили разработки нового корабля в 2022 году, но не представили никаких конкретных сроков выпуска. В недавнем интервью с IGN представитель Frontier Developments сказал, что новый корабль будет доступен в ближайшем будущем, однако не уточнил, что означает ближайшее будущее, как похоже на фронтиров. Некоторые игроки предполагают, что новый корабль может быть выпущен вместе с предстоящим обновлением Одиссеи, которое, как ожидается, выйдет в 2024 году. Однако это лишь предположение, и Frontier Developments не подтвердила эту информацию. В любом случае, фанаты Elite Dangerous Odyssey, которые с нетерпением ждут появления нового корабля, могут рассчитывать на его выпуск в ближайшее время. Когда конец войны с Таргоидами в Elite Dangerous? На данный момент, 2 ноября 2023 года. Война с Таргоидами в Elite Dangerous Odyssey продолжается. В конце 2022 года Таргоиды начали масштабное наступление на человеческую галактику, и с тех пор конфликт продолжается. Человечество в лице Aegis и добровольцев смогло нанести Таргоидам значительные потери, но пока что не добилось окончательной победы. Существует несколько теорий о том, когда может закончиться война.
Некоторые игроки считают, что это произойдет в ближайшее время, после победы человечества над торгоидами в решающей битве. Другие же считают, что война будет длиться еще много лет, и что торгоиды представляют собой серьезную угрозу для человечества. Разработчики игры пока не раскрывают своих планов относительно окончания войны с торгоидами. Вполне возможно, что она будет продолжаться до выхода следующего крупного обновления игры. Вот несколько возможных сценариев окончания войны с торгоидами. Победа человечества. В этом случае человечество сможет уничтожить торгоидов или изгнать их из человеческой галактики. Мирное соглашение. В этом случае торгоиды и человечество смогут заключить мирное соглашение, которое положит конец войне. И третья сторона. В этом случае в войну вмешается третья сторона, которая сможет положить конец конфликту. Точный сценарий окончания войны с торгоидами пока остается неизвестным. Самое вкусное. Закроется ли игра Elite Dangerous? На данный момент, 2 ноября 2023 года, игра Elite Dangerous Odyssey не закрывается. Разработчики игры Frontier Developments объявили, что продолжат поддерживать игру, выпуская новые обновления и контент. Однако в будущем не исключено, что игра может быть закрыта. Это может произойти по нескольким причинам. Например, если игра будет нерентабельна для разработчиков. Или если она будет недостаточно популярна среди игроков. А популярности сейчас у нее ой как много, ребят. На данный момент нет никаких признаков того, что игра будет закрыта в ближайшее время. Разработчики активно работают над улучшением игры и выпуском нового контента. Только где я его не вижу. Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на будущее игры Elite Dangerous Odyssey. Количество игроков. Если количество игроков в игре будет снижаться, что сейчас, собственно, и происходит, это может привести к закрытию игры. Прибыльность. Если игра будет нерентабельна для разработчиков, они могут принять решение о ее закрытии. И разработка нового контента. Если разработка нового контента будет слишком сложной или дорогой, это может привести к закрытию игры. В целом, будущее игры Elite Dangerous Odyssey выглядит достаточно светлым. Разработчики игры активно работают над ее улучшением и выпуском нового контента. Однако не исключено, что игра может быть закрыта в будущем, если количество игроков не будет снижаться, как это сейчас происходит, или если она станет нерентабельна для разработчиков. И я буду очень вам признателен, если вы в комментариях напишите, какие еще вопросики задать, потому что, на самом деле, мне интересно, что может из этого получиться. Спасибо. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное в описании под видео, все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.